Всем привет, вы на канале Toy House. И да, сегодня видос у нас выходит с голосом, как вы и любите. Любишь слушать? Тогда пиши там комментарий. Наливай чаек себе, бери пирожок. Ну и влепи лайкос под видос. В общем-то, чтобы я понял, надо вам с голосом или нет, а то что-то какая-то непонятная ситуация. Ладно, сегодня у нас тачки. Вот здесь у меня стоят, я не знаю сколько. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12. 12 крутых автомобилей. Это у нас модели полицейских машин будут. Некоторые я показывал, но детально нет. И тем более с голосом тоже не показывал. Поэтому мы начинаем наш обзор. Итак, все модели у нас сегодня технопарк, но чисто полиции, либо милиции. Видите, здесь даже запечатанная коробка, и ножик я не взял. Пока наблюдайте за автомобилем, а я пошел за кинжалом. В общем, взял кинжальчик. Ну, давайте, открывайте, рассматривайте. Классные модели сейчас пошли у технопарка. Прям некоторые зачетные, многие пишут. Особенно я снимал автосервис. Я его, наверное, подсниму отдельно, ребят. Поэтому ждите, скоро будет более детальный обзор. Там есть что посмотреть. И мы посмотрим вообще на моделях в 43-м масштабе, как это все работает в автосервисе. Про моечку мне писали еще. Да, я посмотрю. Может быть, тоже приобрету и мойку. Тоже вам покажу. Так что следите. Если не подписан на канал, подписывайся обязательно. Ну и что еще? Розыгрыши проходят, наверное, знаете. Потом что еще у нас? Там колокольчик надо нажать, чтобы оповещения были. Приходили о новых видосах. Такс. Классненько закрылся. Это Туарек. Ребят, посмотрите, как сделан четенько. Оптика у нас пластиковая идет. Значок Volkswagen присутствует. Номера почему-то черные. Хотя черные у нас вроде у военных автомобилей, а тут у нас синие. Очень необычное решение. Открываем. Открываем. Багажник туговато открывается. Вот так вот выглядит внутри. Есть наверняка инерционный механизм. Да, модели бывают со светом, звуком. Здесь у меня нету ничего. Пустая моделька, так сказать. Пустая. Почему дно не делает, кто-то спрашивал другое. Ну, потому что, ребят. Потому что, ну, наверное, так выгоднее и дешевле. Так, значит, Volkswagen Touareg технопарк. В общем-то, 2020 год. Ставим сюда на пост и поехали дальше. Следующая у нас модельчика Газель вот такая. Она у нас со звуком будет и со светом, наверное. Либо просто со светом. Так, ты тоже заклеена? Да нет, вроде не заклеена. Опа, достаем. Так, коробочку убираем. Она нам не понадобится. Откручиваем. Вот, видите, здесь уже видно, что батарейки стоят. И видно, что динамик. Хотя нет, здесь не видно динамика. Видно, вон, видите, там отблеснул он что-то. А в той пусто. Ну, так. Значит, вот такая газелька. Довольно мелкая. Я бы сказал, масштаб 1 к 50. Стандартные звуки идут. В общем, стандартный звук. Кабинка выглядит вот так вот. Ну, не очень она похожа на Газель. Мне вот эта серия не так нравится. Ну, это довольно старая, по-моему, серия. Ну, были они давно, вот, из этой серии. Это все дело. Короче, ну, не знаю. Даже, мне кажется, под конверсию не подойдет. Внутри вон какой-то груз лежит. Ну, давайте ставим ее также на пост. 102 здесь написано. Полиция, соответственно, везде. Ставим. Так, поехали дальше. Дальше интереснее модельчика у нас. Это Kia Optima. Ребят, полицейская ДПСная тачка. Открываем ее. Отрезаем скотч. И достаем. Здесь у нас на болтик прикручено. Сейчас все отвинтим. Такс. Хопа. Вот она. Вот она. Довольно тоже классная. Сделана неплохо. Синие номера. ДПС. Без светозвука, но бывает со светом звуком. Ну, давайте сразу снизу. Kia Optima 2018 год.
Открываются у нас дверки. Салон довольно неплохо сделан вроде бы. На первый взгляд. Да-да, нормально так сделан. А если вот так попробовать вам увеличить? А еще... Ну вот так. Поняли, да? Так, багажничек открывается. Сзади тоже синие номера. Багажничек небольшой. Открывается вместе с фарами. Фары пластиковые. В общем, цвет симпатичный. Имитация литого диска. Резиновые покрышки на колесах. Инерционный механизм. Все по классике. Выхлоп сделан. Потом напишите, какая модель вам больше всего понравилась. Итак, теперь еще одна Kia у нас. Kia Rio, но видно сразу, да, что она больше идет. Вот многие жалуются, что, например, почему технопарк не соблюдает масштаб. Да, было бы неплохо, если бы все эти модели шли в одном масштабе. Тогда можно было хоть каком, даже пусть он не 43, но пусть там был бы 1.34, уже можно собирать коллекцию из технопарка. А так приходится это все дело выбирать, потому что, видите, Газель вообще не из-за этого масштаба, Kia не из-за этого масштаба, это вообще у нас из другого масштаба, потому что она, в принципе, по размеру с Touareg, наверное, да? Ну, практически. Посмотрите. А мы знаем, что Kia Rio, она, по сути, маленькая тачка. Здесь у нас свет-звук, полиция, дежурная часть, ДПС. Ух ты, как широко двери открывается. Салон тоже там неплохо сделан. Такс. Ну да, салончик уже довольно-таки неплохой. И открывается, конечно же, багажничек у нас. Закрываем багажник. Значит, оптика пластиковая идет. Соответственно, Kia значок присутствует. Дверных карт. Вот они вот так вот сделаны на металле. Кстати, вот здесь вот уже раньше рисовали. Здесь уже такие вот штамповки пошли. Так, мигалочка на крыше правильная у нас. Оптика передняя пластиковая. Значок также Kia присутствует. Ну и номера синие. Ну, звуки все будут одинаковые. Вот этот звук. Все стандартное. Ставим сюда. И поехали дальше. Дальше модель, которую я, в принципе, по-моему, показывал вам. А, нет, эту я не открывал. Показывал вам, по-моему, Fiat Ducato. Ну, они одинаковые, кстати. Что Fiat Ducato, что вот этот Citroen Jumper. По сути, одна платформа, разные названия. Даже, по-моему, они будут прям похожи по передней части. Так, здесь у нас идет вот такая штучка. Достаем ее. Ну, снизу вот так выглядит. Продукт лицензионный. Технопарк. Убираем. Здесь, видите, заглушен динамик, но он там должен быть. Он должен быть, но что-то... А, здесь кнопочка у нас сверху. Ну, опять такие же звуки. Мигалка больше, конечно, оранжевая, чем красная. Эти не светятся. В общем-то, пластиковая оптика, ДПС написано. Видели такой настоящий? Я нет, в принципе, микроавтобус. Дежурная часть. Открываются у нас двери. Салон. Соответственно, эта дверка также открывается. Здесь эта дверь не открывается. Сзади оптика пластиковая. И открывается, конечно же, у нас вот этот отсек. И что у нас там внутри мы видим? А по сути ничего там нет. Ну, какие-то лавки и все. В общем-то, ну... Так, интересная модель. Номеров нету. Citroen Jumper написано. Ну, ставим в стороночку, да. И давайте, чтобы далеко не отходить, тут он рядышком. Вот он, покажу вам для сравнения Fiat Ducato. Fiat Ducato абсолютно такой же, только Fiat. Вот так вот бывает, да, ребята. Абсолютно одинаковые автомобили, но названия, соответственно, разные. Ну и вот по передней части будут вот такие вот отличия. Лишь по решетке радиатора. Здесь зато есть номера у нас. Зеркала одинаковые. Ну, звуки не будем слушать, потому что они одни и те же. Резиновые покрышки на колесах, да. Инерционный механизм. Все это присутствует. Салон, пожалуйста. И давайте вот заднюю часть, интересно просто глянуть. Ну, абсолютно такой же салон. Так что вот
Хотите Fiat себе DPS-ный, хотите Citroën. Кому что по душе. Ставим сюда. И погнали дальше. А дальше у нас будет Volkswagen Polo. Довольно интересная моделька. С учетом, что, по-моему, даже в 43-м масштабе очень трудно достать. Ну и вот как выбор вполне себе. Так, Volkswagen Polo. Открываем. Откручиваем. Откручиваем. И вот он. Без света звука. Polo написано у нас. Мигалочка зато правильно идет. Пластиковая оптика. Значок Volkswagen. Дверочки у нас открываются. Открывается, конечно же, багажничек. Багажничек вот такой вот маленький. Также пластиковая оптика идет. Ну, салончик можете видеть. Вот. В целом неплохо. Дверных карт, кстати, здесь нет. Резиновые покрышки на колесах. Имитация литого диска. Масштаб я вам не подскажу. Здесь уже, кстати, скол покраски идет. Видите, какой-то. Ну и снизу вот так вот выглядит. Ставим сюда нашего красавца. И дальше у нас ВАЗ-2107. И опять-таки, видите, другой совсем масштаб идет. Другой у нас масштабик 2107 со светом, звуком. Ну, соответственно, давайте я не буду уже включать, потому что, ну, смысл, ну, хорошо, уговорили. Все то же самое. На нее был отдельный обзор. Можете более детально как бы посмотреть. Все открывается. Вообще классно то, что семерочки стали делать. Ну, не классно то, что не в масштабе, как говорится. Ставим сюда. Семерка, да, больше у нас Volkswagen Polo получается. Ладненько. Как, кстати, узнать масштаб, знаете? Надо знать длину настоящего автомобиля и разделить на длину вот этого автомобиля. Но это все в миллиметрах. И получим тогда приблизительный так масштаб. Ну, не приблизительно, можно точно, прям если вы до миллиметра будете. Итак, ретро-серия Запорожец милицейский. Милицейский у нас Запорожец. Так, открываем. Открываем. Здесь по звукам все то же самое. Уже все, не буду показывать. Но четкий. ГАИ написано, мигалочка правильно на крыше. Милиция здесь. Открываются дверки у нас. Говорят, что не было в милиции запорожцев, конечно же, но кто-то писал, что были учебные. Типа того, ну, на базе ГАИ это все было. Вот тут двигатель у нас находится, как у спортивной тачки, да, сзади. А здесь у нас был багажник спереди. Все наоборот, все перепутано. Инерционный механизм. Здесь очень похожи колеса. Стальной колпак, вот это, стальной диск, не колпак. Ну и вот эти колпачки хромированные. Все это очень похоже на прям как у настоящего автомобиля. Ну, масштаб большой. И звук. Сегодня будет много этих звуков. Так, с коробки здесь что-то появляется. Ну, тогда, наверное, надо сюда ставить все-таки модели. А то не видно вам будет. Вдруг ты пришел с середины видео, да, с этого момента. И поэтому как бы... Поэтому, чтобы ты видел, какие уже тачки у нас были на обзоре до этого. Havail FX7. Сейчас их много. ДПС-ных каких хотите. Ну, в полиции, соответственно, работают. И вот технопарк тоже под это все подстроился. И выпустил. Кручу. Открутить я видео не могу. Прошло 2 часа. Я его наконец-то открутил. Да шучу, конечно. Что-то длинный какой-то. Очень длинный какой-то шуруп был завернут. В общем, Havail и FX7. В общем, классная такая моделька. Везде. Знаете, давайте сделаем как. Вот так вот сделать, если. Прикол, да? В общем-то, можно вот так вот целую музон сделать такой, сирен машин. Так, в общем, открываются двери, соответственно, открывается багажник.
сделано очень неплохо. Панорамная крыша, правильный, в принципе, мигалка, только она стоит на панораме, такого быть не может. В общем, багажничек, вот так вот, задняя часть. Имитация литого диска, соответственно. Полиция, ДПС. В общем-то, в тренде. Автомобиль, так сказать, в тренде. Потому что вот прям очень много. У меня даже в городе появились именно ДПСные. Следующий экземпляр у нас вот такой вот мотоцикл «Урал». Это милиция. Ой, вернее, полиция, ребят. А был такой же, снимал я милицейский автомобиль. Поправьте меня, да, в комментариях, какой автомобиль. Мотоцикл снимал полицейский, но в желтом цвете. Кстати, серия идет вот такая. Но я не любитель мотоциклов. Я так понимаю, многие здесь тоже не особо любят мотоциклы. Ну, в общем, он здесь закрыт. Я думаю, смысла нет его доставать. Вы можете посмотреть желтый. Такой же есть обзор на него. В целом, очень неплохая детализация. Звук мотора. Вот так это фара мигает у нас. Руль поворотный. Кто-то спрашивал, руль поворачивается? Хотя у этого что-то не поворачивается. Нет, наверное, не поворачивается, ребят. Ну все. Короче, звуки просто здесь. Сирена и звук мотора. Куда ж тебя поставить? Вот сюда, дорогой наш мотоцикл. Давай. Ваша любимая, да? Двенашечка. Поехали. Двенашечка. ДПСная. Многие ее просили. Она, кстати, прям подходит в 43-й масштаб, мне кажется. Ну, мы сейчас с вами это дело проверим. А как мы это проверим? Все правильно. У меня же есть ДПСные двенашечки. Вот и посмотрим. Ну, мне кажется, больше. Если честно, больше. Итак, здесь у нас оптика пластиковая. Номер есть, да, милицейский. Мигалочка, ну, современная она все-таки для этой модели. Вот так вот двери распахиваются. Прям очень круто. Салон ни о чемный. Резиновая покрышка на колесах. Имитация литого диска. Инерционный механизм. Сзади вот такая фара у нас идет. Лада. Спойлер. Так вот выглядит багажник внутри. С этой стороны, пожалуйста. Вот так вот. И снизу модель у нас также со светом и звуком светятся передние фары. Было бы прикольно, если бы, знаете, как делали? Не нажимать, а вот кнопочкой раз. Тут кнопочку переключил, фары загорелись. Многие же так делают, моделисты. Очень красиво смотрится. В целом, на заводе, ну, в промышленных масштабах это можно сделать. Итак, где у нас тут двенашка делась? Сейчас я вам покажу ее. Вот моя двенашечка с поста. Ну, соответственно, вы видите разницу. Это 43-й масштаб. А это технопарк. Ну и передняя часть. И задняя часть. В общем-то, вот такой вот сегодня видос. Пишите комментарий, какая вам модель больше всего понравилась. Какую бы, может, хотели себе в коллекцию. Ну и давайте устроим немножечко перформанса, так сказать. Запустим этот звук. О! Не успеваю. Сейчас. Ну, в общем, вот такой вот видос. Если понравился, с вас лайкос. С меня видос. Всем пока. Всем добра. Пишите комментарии с голосом нет. А и вообще просто лайк влепите и все. Все. Всем пока. Всем добра.